История сражения авианесущего крейсера USS Йорктаун. Йорктаун – авианесущий крейсер ВМС США во время Второй мировой войны. Названный в честь битвы при Йорктауне в 1781 году, он был введен в строй в 1937 году. После вступления в строй авианосец входил в состав Тихоокеанского флота США. В мае 1941 года совершил переход в Атлантический океан и вошел в состав патруля нейтралитета. Участвовал в сопровождении конвоев в Англию и поиске германских кораблей. В декабре вернулся на Тихий океан и 6 января 1942 года прибыл в Сан-Диего. В феврале авианесущий крейсер принял участие в нанесении ударов по японским объектам на островах Гилберта. 6 марта у острова Нумеа крейсер Йорктаун соединился с тяжелым авианесущим крейсером Лексингтоном. Чтобы облегчить положение союзников на острове Ява, американцы решили нанести новый удар по Рабаулу впервые силами двух авианосцев. Но вскоре после выхода в море соединения ТВ-11 два авианесущих крейсера, 8 тяжелых крейсеров, 14 эсминцев, удар перенацелили на место высадки японских десантов в портах Лае и Саламуа на севере Новой Гвинеи. Чтобы не попасть под атаку вражеской базовой авиации, вылет решили провести на грани радиуса действия торпедоносцев, что потребовало от штурманов исключительной точности. Всего в воздух поднялись 103 самолета, для обеспечения противовоздушной обороны осталось 24 истребителя, а для противолодочного патрулирования 9 бомбардировщиков BD Dauntless. Самолеты атаковали береговые цели бомбами без особого успеха, только истребители уничтожили 2 гидросамолета типа И-8Н. На многочисленные корабли сопровождения ударили торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики, которые смогли потопить вспомогательный крейсер Конго-Мару, 6000-тонный транспорт и большой тральщик. При этом погиб только один пикировщик. Этот бой, ставший на флоте США первым случаем атаки большого количества самолетов по морским целям, выявил ряд серьезных недостатков в материальной части и подготовке личного состава. Так, из 13 выпущенных торпед, 8 утонули сразу после сброса, а 5, хоть и пошли по правильному курсу, но цели так и не поразили, сказались ненадежные гироскопы и приборы глубины. На самолетах-донтлесах при пикировании с большой высоты из-за резкого перепада температур запотевали оптические прицелы и фонари кабины, не позволяя экипажам видеть цель. В двухдневном сражении в Коралловом море 7-8 мая 1942 года самолеты Йорктаун потопили японский авианосец Сёха и повредили Сёкоку. Однако в корабль попало 250 килограммов бомба в районе мостика. Бомба пробила 3 палубы и вызвала пожар, который удалось быстро ликвидировать, и корабль смог вернуться в Перл-Гарбор для ремонта. Ремонтные подразделения смогли вернуть Йорктаун в строй всего за 4 дня до битвы за Мидвей, которая состоялась 4 июня 1942 года. В битве авиагруппа потопила авианосец Сарю и организовала поиск уцелевшего японского авианосца Хирю. Но через несколько часов авианосец атаковали 18 японских бомбардировщиков. Прорвавшись сквозь занавес зенитного огня и прикрытие истребителей, поразили авианесущий крейсер Йорктаун 3 бомбами. Первая взорвалась на полетной палубе и уничтожила подготовленный к старту истребитель. Вторая попала в дымовую трубу и взорвалась внутри корпуса, вблизи хранилищ топлива и погребов боезапаса.
Только благодаря сработавшей эффективно системе углекислотного пожаротушения и затоплению погребов удалось избежать детонации. Пожар удалось локализовать, и вскоре Йорктаун развил 20-узловый ход и даже возобновил заправку истребителей горючим. Но менее чем через час его снова атаковали 10 торпедоносцев, которые шли на небольшой высоте под прикрытием 6 истребителей. Разделившись на группы, они атаковали Йорктаун по 4 разным направлениям и с дистанции 500 метров выпустили торпеды. 2 из них попали в цель. Корабль потерял ход и наклонился, загорелись цистерны с топливом. Около 15 часов командир приказал покинуть судно. Тяжело раненый авианосец оставался на плаву. До рассвета 6 июня аварийные группы ликвидировали пожары и приступили к откачке воды из затопленных отсеков. Однако корабль был атакован японской подлодкой Ай-168, которая выпустила 2 торпеды, одна из которых попала в середину эсминца Хэммон, в результате чего он разломился и почти мгновенно затонул, а 2 другие попали в Йорктаун. На следующее утро он затонул. Всего погибло 141 человек. Йорктаун заработал 3 боевые звезды за свою службу во время Второй мировой войны, 2 из которых за значительную роль, которую она сыграла в остановке японской экспансии и переломе хода войны в Коралловом море и на Мидвей. Второе судно авианосца класса Эссекс было переименовано из USS Банхоме Ричард в Йорктаун в честь его потери на Мидвей и было сохранено после вывода из эксплуатации в 1970 году, чтобы стать кораблем-музеем в 1975 году. 19 мая 1998 года обломки корабля были найдены и сфотографированы океанографом доктором Робертом Баллардом, первооткрывателем обломков Титаника и немецкого линкора «Бисмарк». Обломки, находящиеся на глубине 5 километров под водой, стояли вертикально на дне в отличном состоянии. Несмотря на то, что она провела 56 лет на глубоководном дне, большая часть ее краски и оборудования все еще были видны. В стратегии и тактике войны на море в 1942 году произошли необратимые изменения. Битва авианосцев, морское сражение, в котором корабли противника даже не сблизились для визуального контакта и артиллерийской дуэли, показало, что авианосец как тип нового боевого корабля стал главенствовать на Тихом океане, а затем и во всей акватории Мирового океана.